Так, тут очень неожиданно появился модератор Ульяна. Ну или же тихий кот у тортик. Народ, это не дисклеймер, а просьба не писать в комментариях про Баттер. Баттер будет после Hello Bendy и других игр этой серии, к которым Шамби скоро приступит. Пожалуйста, больше не пишите про Баттер. Все, я исчезаю. А я появляюсь. В общем, спасибо большое Ульяне, моему модератору, за то, что она присутствовала в этом ролике. Спасибо ей большое. Напишите также в комментариях ей спасибо за озвучку начала. Про Баттер она сказала все правильно. В общем-то, тут и дополнить нечего. Просто я, честно говоря, заколебался отвечать на одни и те же комментарии по типу «Когда Баттер?». Я постоянно отвечаю, что для этого мы проходим Hello Neighbor. То есть у нас впереди Hello Bendy и остальные приквелы. В общем, надеюсь, больше... как минимум, я буду видеть таких комментариев поменьше. Я уверен, что я их буду видеть, но надеюсь, что поменьше. Вот. Сегодняшний ролик я сделал тоже благодаря таким комментариям. Очень много людей просили сделать этот ролик. Честно говоря, я не знаю, что тут сложного. То есть, достаточно просто перекинуть файлы и все из одного места в другое. Но, видимо, это что-то непостижимое для некоторых людей. В целом, раз многие просят, я решил сделать такой небольшой ролик. В целом, он для меня несложный будет, да, для вас и полезным как бы окажется. В общем, поехали. Долго я, собственно, с началом тянуть не буду. В целом, видео выйдет, я думаю, коротеньким. Там, на минуту, на 2 минуты, хрен его знает. Что ж, для начала я хочу указать, что Ultimate Bendy Mod можно скачать как на лицензионную версию, так и не на лицензионную. Но на лицензионной будет все-таки легче его установить, и в целом потом будет легче его удалить. То есть не придется удалять целую игру, можно просто проверить целостность файлов. Если вы не знаете, как это делать, я в этом видео вам все расскажу. Для начала, так как у меня лицензионная версия, мне нужно зайти в папку с игрой. Хотя, если у вас и не лицензионная версия, вам тоже нужно зайти в папку с игрой. Точно, где она у вас находится, именно не лицензионная версия, где она у вас находится, я сказать не могу, потому что вы могли ее скачать в какую-то отдельную папку, в какую-то созданную вами папку и так далее. Вот, поэтому просто вы должны найти, где у вас находится игра, и зайти в ее папку. Сейчас я покажу, как открыть папку с игрой в стимовской версии. Для начала заходим в сам Steam, в нашу библиотеку, нажимаем правой кнопкой мыши по Bendy and the Ink Machine, свойства, установленные файлы и обзор. Таким образом вы попадете в папку с игрой. Во вкладке установленные файлы также можно проверить целостность файлов игры. Сразу скажу, что эта кнопка проверяет основные файлы игры, которые были в ней, заложены разработчиками. Допустим, в папке с игрой есть папка Batim Data, и кнопка проверить целостность файлов игры проверяет именно эту папочку. Если в папке с игрой будет какой-то сторонний файл, какой-нибудь там TXT файл, еще какая-то папка, которая не существовала в основной папке до того, как вы ее закинули туда, проверяться эта папка не будет, и она не удалится проверкой целостности файлов. В таком случае вам нужно удалить ее самостоятельно. Но Ultimate Bendy Mod таким способом удалить можно, так как мы заменяем папку с Batim датой. После открытия папки с игрой мы заходим в любой браузер. Собственно, неважно какой у вас браузер, просто заходим в него и пишем Ultimate Bendy Mod. Сразу скажу, что если вы хотите версию с консолью, я ей не пользовался, я знаю, что там вроде бы более расширенный функционал, там можно конкретно прописывать команды, но все-таки мне как будто бы легче пользоваться Ultimate Bendy Mod старой версии, где, собственно, менюшка есть, и можно управлять на циферке, там спавнить всякие вещи. Вот, если вы хотите версию с консолью, устанавливайте 2.0. Если вы хотите версию с менюшкой, то устанавливайте версию 1.5. Есть еще версия 1.7, но про нее я вообще ничего не знаю. У меня вообще 2.0 не работает. Поэтому выбирайте между 2.0 и 1.5. Консолью и менюшкой. После чего в поиске пишите Ultimate Bendy Mod 1.5 или же 2.0. Опять же зависит от того, какую версию вы выбрали. 2.0 качается на отдельном сайте, насколько я знаю. Ну и он у вас в любом случае вылезет, собственно, первым
Но там принцип особо не отличается, там вообще вроде бы даже установщик, папку с игрой просто надо бы указать в установщике. В нашем же случае мы будем качать 1.5. Вводим в поиске Ultimate BandyMod 1.5. И сразу же первой ссылкой попадаем на сайт gamebanana.com. Хочу обратить ваше внимание, что на картинке должен быть именно вот этот скриншот. Листаем чуть-чуть ниже и находим кнопочку batimod.zip Manual Download. Нажимаем на Manual Download и кнопочку Download. После чего у вас качается zip архив или же RAR архив, смотря какой у вас архиватор находится на компьютере. Если же у вас нет архиватора, то вы можете спокойно их скачать в интернете, тем же самым способом, просто загуглив. Посоветовать лишь я могу RAR, потому что им я пользуюсь чаще всего. Да и в целом мне он кажется намного легче, чем zip архиватор. Не знаю, появилось ли это Windows 11 или это было в других версиях, но тут как будто бы какой-то встроенный архиватор есть, мне даже ничего качать не надо, я просто захожу в этот архив, тут он как бы, видимо, встроенный, не знаю. В скачанном нами архиве находится Bandy the Ink Machine Data, а также текстовый документ с названием README. Нам нужна только папка Bandy the Ink Machine Data, которую мы перекидываем в папку с игрой. После чего у вас может появиться вот такая вот надпись «Замена или пропуск файлов». Там написано, что в папке уже есть такой файл, и нам требуется лишь его заменить. Поэтому нажимаем кнопку «Заменить файл» в папке назначения. Ну и, собственно, все. После этого мы заходим в игру, и на таб у нас будет открываться Ultimate BandyMod. Сразу скажу, что если у вас есть мультиплеер, или если у вас есть русификатор, то моды могут конфликтовать. Допустим, с русификатором, если вы заходите в игру, то у вас вокруг персонажа появляется чернильная аура, как от Bandy. Это как раз таки из-за того, что русификатор меняет папку Batim Data, ну, то есть Bandy the Ink Machine Data, которую мы заменяли. И, собственно, Ultimate BandyMod тоже меняет эту самую папку. И там происходит конфликт каких-то файлов, как раз, скорее всего, Assembly C#, которую мы заменяли. Вот, происходит так, что там все ломается. Меня много кто спрашивал, почему вокруг меня летает аура, когда я захожу. Это из-за русификатора, ребят. Еще мне много кто говорил про то, что при заходе в игру у них все зависает, персонаж не двигается или что-то такое. Ребят, с этим, честно говоря, я не знаю, что делать. Скорее всего, просто будет легче удалить игру и переустановить, полностью удалить игру, то есть папку с игрой именно удалить, и потом установить ее заново. В таком случае, как бы, Ultimate BandyMod должен работать адекватно, потому что я с такой проблемой лично не встречался, то есть у меня максимум конфликтовал русификатор и Ultimate BandyMod. Насчет мультиплеера и Ultimate BandyMod, он там как будто бы и не нужен, именно сам Ultimate BandyMod, потому что в мультиплеере все, что видит человек, как бы друг, с которым вы играете, это ваш полет, то, как вы летаете. Это мы там проверяли с Ветпадусом, все, что он видит, соответственно, это только полет. Я спавнил перед ним искатели, я спавнил всякие еще вещи. Было все равно, как бы, и самому Ветпадусу он ничего не видел. То есть там полный рассинхрон, и мультиплеер мод с Ultimate BandyMod'ом ставить вообще бесполезно. Вот. Просто имейте в виду, что остальные моды могут конфликтовать с Ultimate BandyMod'ом. Даже не только моды, но и русификатор, допустим, тот же самый. Вот. Поэтому, как бы, имейте это в виду. Ну и по сути все. Вот такое вот видео. Как бы у вас теперь есть Ultimate BandyMod, и наконец-то я сделал гайд. Кстати, это первый гайд вроде бы на моем канале, потому что других гайдов и видео такого формата у меня еще не было. Надеюсь, вам понравится. И, во-первых, это Bandy. Вам Bandy вроде как очень сильно нравился. Насчет Batador тоже ожидайте в ближайшее время. Ну как в ближайшее. Нам нужно постепенно дойти до Hello Bandy. Вот, как бы просто не спешите. Наблюдайте за нынешним контентом. Либо же, если вам не нравится Hello Neighbor, просто ждите. Скоро будет Batador. Скоро он будет. По крайней мере, к середине, возможно, этого года, может и намного раньше. Я думаю, мы доберемся до Batador, потому что, ну, мы очень быстро начали двигаться по альфам. Hello Neighbor. Вот. В целом ждите. Надеюсь, я объяснил все правильно. Если есть какие-то вопросы, то в комментарии, собственно, пишите их. Я всем отвечаю абсолютно. Вот. Ссылку, я думаю, оставлю на Ultimate BandyMod. Если не оставлю, то попрошу написать в комментарии. Я оставлю. Вот.
Ну и на этом все, ребят. Спасибо, что смотрели, надеюсь, я вам помог. Всем до новых встреч и всем пока. Про лайки не забывайте, подписки, колокольчик и все дела. Все, всем пока.